Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня будем рассматривать твидовый узор. Он простой, вяжется быстро и легко. Это лицевая сторона узора, а это изнаночная. Он плотненький. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 2 петли на 1 ряд. Для примера мы наберем 12 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть мы набираем количество петель кратное 2. Держим петельку, набираем 1 воздушную петлю подъема, заходим во вторую петлю и провязываем столбик без накида. 1. Заходим в следующую петлю и провязываем столбик с накидом. Все, это и есть раппорт узора. И так до конца ряда. Столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом. В конце ряда, смотрите, мы провязали столбик без накида. В конце ряда мы вяжем столбик с накидом, не довязываем. У нас сейчас на крючке 2 петли, и в этот момент нам надо поменять ниточку. Мы берем нить другого цвета, делаем петельку и провязываем эти 2 петли уже другим цветом. Мы с вами связали первый ряд. 1 воздушная петля подъема, поворачиваем работу. Начало второго ряда мы заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. Ниточку придерживаем. Провязали. Теперь в предыдущем ряду у нас есть столбик без накида. Мы в него провязываем столбик с накидом. И так чередуем. Над столбиком с накидом мы вяжем столбик без накида. В столбике без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом. Теперь столбик без накида. И в конце ряда не довязываем 1 столбик и меняем нить. Мы с вами связали второй ряд. 1 воздушная петля, переворачиваем работу, контрастную ниточку прикладываем к вязанию и вяжем в первый столбик, столбик с накидом предыдущего ряда, мы провязываем столбик без накида. Это и есть начало третьего ряда. В столбик без накида мы провязываем столбик с накидом и чередуем без накида с накидом.
конце ряда мы провязываем столбик с накидом, не довязываем столбик, меняем нить и провязываем 2 петли другим цветом. Одна воздушная петля, переворачиваем работу, прикладываем нить и помним, да, если мы будем вязать так, как я сказала, то первая петля всегда будет, первый столбик всегда будет столбик без накида, чтобы не путаться. Потом столбик с накидом, без накида, с накидом, в конце ряда мы провязываем столбик с накидом, оставляем 2 ниточки, меняем цвет и провязываем все одной петлей другого цвета. Поворачиваем работу, одна воздушная, столбик без накида и так до конца ряда. С накидом, без накида. Его видно, ошибиться невозможно. Без накида. С накидом. Без накида, с накидом. Ниточку все время придерживаем. Без накида. С накидом. Без накида, с накидом, без накида и в конце ряда столбик с накидом, но мы не довязываем столбик, меняем нить и провязываем все одной петлей. Вот такой получается рисунок. Ну и кому интересно, давайте попробуем составить схему. У нас получается 2 петли. Мы рисуем 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 воздушных петель. Мы с вами набрали одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать первый ряд. Первая петля у нас столбик без накида. Дальше у нас столбик с накидом. Это и есть раппорт узора. И далее все у нас повторяется. Столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом. Это у нас первый ряд. Второй ряд у нас одна воздушная петля. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик без накидов. И далее чередуем. Столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида. Это мы связали второй ряд. Третий ряд у нас одна воздушная петля. Столбик с накидом мы провязываем столбик без накида. Столбик с накидом и так далее. Вот и все, вот и вся схема. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А всем пока-пока.